Вот и подошли к концу 7 замечательных дней в прекрасном городе Карловы Вары. Мы не только прекрасно провели время, отдохнули, полечились, но и узнали много чего интересного. Если вы посмотрите этот выпуск, вы тоже узнаете и увидите, где жил Гёте, узнаете, где здесь есть секретный лифт, а также увидите отель, где снимали известный голливудский фильм. Обязательно посмотрите этот выпуск, вам будет очень интересно. Вот такой холодной февральской ночью началось наше путешествие в прекрасную Чехию. Мы запланировали 12 дней в Чехии, из них 7 дней в Карловых Варах и 5 дней в Праге. Но сначала нам надо было долететь до Праги. Есть прямой рейс Астана, Прага. Но так как мы находимся в Алмате, нам надо было еще долететь до Астаны, но это было все очень удобно, стыковки удобные. Мы отдохнули в лаунж-баре аэропорта Астаны. Он очень уютный. Вот посмотрите, какие предлагаются там блюда. Так как мы имеем премиальные карты казахстанских банков, то проход в бизнес-лаунже у нас бесплатен, и мы ими очень успешно пользуемся, так как мы много путешествуем и много пересадок у нас всегда бывает. Мы летели казахстанской авиакомпанией «Скат». Очень удобный рейс, полет прошел просто замечательно. Из Астаны до Праги мы летели чуть более 5 часов, а с Астаны до Алматы 1,5 часа. Это самый лучший коридор, который может... Коронная фраза. Для своих путешествий мы очень часто пользуемся услугами нашей алматинской туристической компании Beauty Tours. Если вам нужны координаты этой компании, обязательно загляните под это видео, там все будет. Наш тур включал перелет, проживание в отеле Карловых Вар 4 звезды, полностью трехразовое питание, лечение 20 процедур на неделю, трансфер индивидуальный на очень удобной машине и также проживание в 4-звездном отеле в Праге с завтраком. Если вы хотите узнать, сколько обошелся наш тур, тоже пишите в комментариях, я вам все подробно расскажу. Ну и вот, наконец, прекрасные Карловы Вары. Смотрите и наслаждайтесь. Вот считаю, что выбор отеля для первого посещения Карловых Вар у нас идеальный. Вот наш отель, вот посмотрите, какой он огромный, длинный. Называется он отель Колоннада, потому что он находится напротив Колоннады. А Колоннада — это вот мы сейчас куда пойдем, где источники тоже находятся. Отель наш, ну, большой, очень большой. И номерной фонд здесь такой обширный, и очень много процедур. М, В понедельник, когда мы заехали, нам вот обслуживающий персонал сказал, что огромное количество людей, 200 человек заехало. Ну, действительно много людей, но мы все так хорошо и завтракаем, обедаем, ужинаем без толкучки, все быстренько-быстренько принимают еду и бегут даже на процедуры. На процедурах тоже все по очереди, строго по времени. Э, Даже если где-то и сидишь там, ну, 5 минут ждешь, все максимально.
Обслуживающий персонал выше всяких похвал. Очень доброжелательные, вот такие все ласковые, всегда тебя, пожелают хорошего дня и, поблагодарят, да, и пожелают хорошей процедуры. Ну, мне очень понравилось. Молодцы девочки. Курортное лечение в Карловых Варах, оно заключается, конечно, в том, что вы принимаете минеральную воду по назначению врача несколько раз в день, и вам назначают до еды, после еды и как, из какого источника. Но еще дополнительно обязательно вам назначают комплекс процедур. В нашем отеле нам было назначено всевозможные парафиновое лечение, физиолечение, ингаляция минеральной водой, ванны минеральные, массажи, аквамассаж. Э, ну, в общем, это для нас, в зависимости от наших, да, задач по здоровью. Но мы наблюдали, люди отдыхающие, лечащиеся, они разные процедуры принимали. Также в нашем отеле есть небольшой бассейн, сауна, но мы не ходили туда. Сейчас время завтрака уже прошло, но хочу показать, что было на завтрак. Вот уже все практически, да, закончился завтрак, но еще посмотрите, сколько еды осталось. Есть сосиски, курочка, вареники, омлеты, каши. Есть красная рыбка, сыры, сладости, круассанчики вкусные, разные виды сыров, нарезки. Так, здесь у нас есть стойка с чаями. Чаи очень вкусные. Так, здесь вот хлеб. Здесь еще были сухофрукты. Убрали уже девочки. И кофе. Автомат, водичка, соки. Все очень достойно. Система на обед такая. Вот супы, там салаты можно набрать, а горячее основное блюдо дают, Запаренная гречка. заполнив вот такую вот А тебе формочку. печеную картофель тебе не дать. Да, и мы вот на всю неделю заполняем. Мгм. Что мы будем кушать? А вот понедельник, видишь, Ага. Решили снять наш ужин. Ужин отдыхающего человека в санатории, который лечится, да. Во-первых, это кефир обязательно вечером. Затем салат свежий, морковка. Там еще и помидоры и огурцы были. Ну, я ем такое. И вот на ужин приносят порционно какое-либо блюдо, которое мы в понедельник отметили в такой книжечке каждый день, что мы будем кушать на ужин. У меня какая-то рыба, гречка, ну и пюре из чего-то. А вот здесь вот стейк из индейки. Вот. Так что это здоровое питание. Всем здоровья. Сейчас хотела я показать вам один красивый источник. Мы уже вот спустились оттуда сверху. И как бы вот не, не спереди зайдем, да, к этому источнику, а сзади. Вот вся процедура, ну не процедура, а вот все лечение здесь, в Карловых Варах, вот заключается в том, что люди гуляют и между делом пьют воду. И еще фотографируют источники. Вот. Вот здесь 30 градусов источник. Какая змейка, посмотрите, из ее пасти льется вода. Вообще, по-моему, здесь 12 источников, я читала. Но сегодня на экскурсии вот подробнее заострим на это внимание. Просто мы ходим на
ну, каждый на 3 разных источника. Утром один, в обед другой и вечером третий. В зависимости от проблемы со здоровьем. У кого-то там желудочно-кишечным трактом, у кого-то там обменные нарушения, а у кого-то просто на общее такое тонус, я думаю. Вот. Вот здесь вот. Здесь 47 градусов. Тоже змейка такая, да? У всех есть такие поильнички. У кого-то большие, у кого-то маленькие. И все пьют воду. В центре города вот такие вот колоннады выстроены. Это называется садовая колоннада. Как вы думаете, для чего они были выстроены? А я вам чуть позже расскажу. Сейчас мы пьем водичку уже перед ужином за 40 минут. 200 миллилитров нам сказали выпить. И потом еще походить. Поэтому мы вот пьем воду. И сейчас еще прогуляемся до вот этого отеля Термал. Он так выбивается из общего вида Карловых Вар. И я вам расскажу поподробнее историю возникновения такого удивительного отеля. Один из источников вот еще здесь есть. Все источники отличаются по температуре, но по вкусу я бы сказала, что они не сильно отличаются. Здесь вот 60 градусов, 11 источник. Мы вот сейчас прогуливаемся по вот этой вот, да, зоне такой прогулочной, по променаду. И сейчас дойдем до колоннады, вот до этой самой большой. Там несколько источников расположено. Вообще колоннады эти были построены очень-очень давно, когда вот стало очень много людей сюда приезжать, лечиться. И эти колоннады, они для того, чтобы отдыхающим было легче проводить здесь время. Ну, вдруг дождь пойдет, да, и чтобы они там стояли, пили воду и не промокали под дождем. От ветра защищалось таким образом, да. И вот мы приближаемся вот, ну, к самой вот такой центральной колоннаде. Она очень красивая, такая монументальная. Там статуи наверху. Гид нам рассказывал очень много интересных историй про эти статуи. Вот. Летом вот эта вот площадь впереди нас, она заполнена всевозможными музыкантами, ярмарки тут проходят, ну, жизнь бурлит. Ну и сейчас видите, да, сколько все равно людей ходит туда-сюда, прогуливаются все с поильничками, с такими. Еще хорошо, что везде есть туалеты, потому что много воды пьем, обязательно нужно. Вот. Ну вот, посмотрите, все неспешно так прогуливаются, останавливаются возле того или иного источника. Вот этот вот прям горячий. Мы из него на обед, перед обедом пьем. Вот. Слышите, тут звук такой идет. Уже готовятся, видимо, к весеннему сезону. Готовят кафе, ремонты идут. Так, вот впереди еще один источник. И еще вот мы сейчас дойдем по этой колоннаде к источнику, к которому мы ходим рано утром. И знаете, уже 6:30 утра там собирается компания людей, которые пьют из того источника. Вот здесь этот 8-й источник, он вот здесь один,
И вот впереди тоже 8-й источник. А я иду к тому источнику, из которого мне надо пить перед обедом за 40 минут до еды. 58 градусов он здесь написано. Набираем. 200 миллилитров мне надо принимать за один присест. Ой, когда холодно на улице, классно выпить горячую воду. Ой, классно, вкусно. И представляешь, сколько здоровья получаешь с этой водой. Ваше здоровье. Так, сейчас еще будет 7-й источник. И уже впереди потом будет 6-й, из которого мы пьем рано утром перед завтраком. И знаете, вот, да, 7-й источник. Здесь температура 50, да? 60. Вот обратите внимание, желтенькое, это вот уже минералы вот так вот отложились. Да, архитектор Зитек, Жозеф Зитек. Вот здесь, вот на этом источнике рано утром, ну, человек 20 стоит. Общаемся, желаем друг другу здоровья. 56 градусов. Нам врач назначила утром до завтрака на 40 минут водичку из источника номер 6. Она горячая достаточно. И вот сейчас 7 утра, и мы уже на источнике. Людей здесь очень много. Видите, еще только солнышко восходит. Ну, пить воду с такими красивыми пейзажами, конечно, очень-очень приятно. Утром очень морозно, даже такой небольшой гололед. Люди одеты все очень тепло. Теплые пуховики, шубы, шапки, перчатки обязательно. Только мы, южные гости, одеты очень-очень легко. Мы двигаемся по прогулочной этой улице и хотим вам показать еще одну колоннаду. Она уже такая, знаете, сделана из дерева, ажурная, кружевная, вся очень красивая. Вот буквально здесь несколько метров, и уже она будет. Там тоже несколько источников. Ну а вот впереди вы видите такую красивую, ажурную, всю кружевную колоннаду. Она деревянная. И здесь тоже источники. Второй источник. 64 градуса. Прям горячий. Третий. 55 градусов. За вот этими вот чашами ухаживают. Мы сегодня видели, как их мыли, обрабатывали специальным раствором. Но, видите, это же такой налет. Их периодически закрывают, эти ну, вот источники, и чистят более так тщательно. Даже когда вот струйка начинает течь, такой более тонкая, значит, там уже забивается все от налета. А вот здесь как-то немного людей, да? В каменной этой колоннаде всегда люди. Это 5-й источник, 61 градус. Все.
Пойдемте, я вам покажу вот этот источник гейзерный, который бьет на 12 метров в высоту и который богат бромом, йодом. И, как нам рекомендовали, можно перед сном сюда прийти, постоять минут 10-15, вот именно где вот этот пар, испарения идут. И тогда нервная система успокоится, и сон будет очень крепким. Вот такой вот огромный. Нам повезло, что его открыли, потому что неделю он был закрыт, ну, его чистили, тут проводили работы технические, и вот сейчас открыли. Вот еще здесь 3 источника. Написано, что 72 градуса, прям очень горячий. Да, тут тоже 72, но они из одного бьют разветвления. Знаете, по вкусу, в принципе, вода, ну, она не сильно отличается. Хотя по составу, говорят, в каждом источнике свой состав, но вот на вкус она такая солоновата, ну, такая интересная, в общем, как будто бы даже железо, что ли, привкус бывает, вот такое вот. Ну, это мне так кажется. Приезжайте сюда, попробуйте и тоже скажете. Самое главное во время прогулок по Карловым Варам, ну, во время лечения здесь, это пить воду из тех источников, которые вам назначит доктор, и потом ходить, чтобы вот эта водичка, она распределялась равномерно по всему желудочно-кишечному тракту и свое благотворное воздействие оказывала. И вот здесь впереди вы видите отель известный, он запечатлен в фильме «Последний отпуск». Хотя в этом фильме, ну, как бы действие происходит в Австрии, но большинство сюжета снималось здесь, в Карловых Варах, вот в этом отеле. И мы хотим, конечно же, зайти туда внутрь и посмотреть. Там есть кафе на первом этаже, которое все рекомендуют. Ну, после всех процедур, наверное, мы придем сюда. А знаете, мы позавчера пошли вот в горы уже в ту сторону, вот туда вверх. И видите, вот там вот где дома, вот там наверху, и мы выше них даже гуляли. И там тоже есть тропинки, по которым можно подняться, спуститься вот сюда вниз. Все удобно. Первые этажи вот здесь вот под гостиницами это магазинчики маленькие, бутики, кафе, рестораны. Покушать всегда есть где. Мы, когда прогуливаемся, заглядываем. В окошке всегда люди сидят, обедают, ужинают, пьют пиво чешское. Вот. Ну, у нас трехразовое питание в отеле, поэтому нам бы успеть бы на наши приемы пищи. Вот. И ну, не были еще ни в одном вот так кафе, но хотим сходить. Может быть, сегодня сходим. Вот посмотрите, какое разнообразие здесь кружек. Конечно же, воду надо пить из этих определенных вот таких вот поильников фарфоровых. Ни в коем случае нельзя из пластика пить, ну, потому что там какие-то химические процессы происходят. И вот, знаете, мои подписчики в Инстаграме, многие мне написали: «Жанна, привези нам такой поильник». Ребята, я бы привезла, мне не жалко, но здесь их такое разнообразие. Если вы соберетесь сюда, вы лучше приедьте и с кайфом выберете себе поильник на свой вкус. Вот. А в принципе, даже если я вам и привезу
Казахстан. Ну, что вы там с ними будете делать? Эти поильники нужны только вот на таких вот курортах, где лечатся минеральной водой. Вот. Так что, ребята, не обессудьте. Ну вот посмотрите, какие еще здесь есть. Мне почему-то нравятся вот эти вот зверьки, всевозможные поильнички. Вот детки с ними ходят.